Всем привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами рецептом настоящего праздничного ароматного рождественского кекса. Если вы любите штолен и не хотите долго его готовить, ждать, когда он настоится, то этот кекс идеально вам подойдет. Готовится он очень просто, его не нужно месяцами выстаивать, ждать, когда он созреет. Все готовим очень быстро и без дополнительных сложностей. Приготовление мы начнем с подготовки сухофруктов. Я буду использовать клюкву и изюм, но вы можете взять абсолютно любые сухофрукты, которые вам нравятся. Заливаем их коньяком, добавляем цедру одного апельсина, перемешиваем хорошо, затягиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник часа на 3, можно на ночь. Вместо коньяка можно использовать ром или виски. И хочу напомнить, что список всех ингредиентов вы найдете в описании под этим видео, там я все подробно рассказала. А мы продолжаем и начинаем готовить тесто. Смешиваем все сухие ингредиенты. У меня уже просеянная мука, туда же я добавляю все специи, разрыхлитель и соль. И для того, чтобы кекс получился действительно ароматный, мы используем кардамон, корицу, имбирь, мускатный орех, в общем, все пряности, которые придают праздника и рождественского настроения любой выпечке. Сухие ингредиенты отставляем в сторону и переходим к взбиванию масла. Мягкое сливочное масло на средних оборотах взбиваем с сахаром и добавляем по одному яйцу. Затем добавляем апельсиновый сок. Слишком долго не взбивайте, чтобы масло не свернулось, но даже если это произойдет, в этом ничего страшного нет, этого не будет заметно. После того, как вы добавили все яйца, частями добавляем просеянные сухие ингредиенты. Вот такое тесто должно получиться. Оно еще не полностью вымешано, как видите. Я вам просто хочу показать, какой густоты оно получилось. И теперь мы будем добавлять наши подготовленные сухофрукты. Еще раз хорошо перемешиваем, выкладываем на сито и сливаем лишний коньяк. Также можно сухофрукты выложить на бумажные полотенца, для того, чтобы полностью они были сухие. Затем добавляем сухофрукты к тесту и уже на минимальной скорости продолжаем его замешивать. Нам нужно просто объединить все ингредиенты, ничего уже вымешивать не нужно. Теперь добавляем измельченные орехи, у меня миндаль, можете добавлять фундук, он особенно хорош в этом кексе. И все, наше тесто готово. Посмотрите, какое оно получается мягкое, довольно густое, но пахнет уже просто потрясающе. Из этого количества ингредиентов я буду выпекать 2 кекса. У меня 2 силиконовые формы, но вы можете взять одну большую форму диаметром 24 сантиметра и выпекать кекс в ней. У вас получится один большой красивый кекс. Если вы будете печь в разъемной форме, то прокладывайте ее пергаментной бумагой и бока обязательно смажьте сливочным маслом. Так как я пеку в силиконовой форме, я вообще ее ничем не смазываю. Просто выкладываю тесто, убираю лишнее тесто салфеткой. И все, можно уже выпекать. Точно так же я поступаю со второй формой. Разравниваю тесто лопаткой и отправляю в разогретую до 170 градусов духовку на 45-50 минут. Готовность кексов проверяйте деревянной шпажкой. Если она сухая, значит все готово. И вот такая красота у меня получилась. Этот аромат невозможно передать словами. Уже понятно, что кексы получились очень красивые, вкусные и уверенно понравятся каждому. Даем им полностью остыть в форме и затем уже можно выкладывать на блюдо и покрывать глазурью, если вы хотите покрывать эти кексы глазурью. Прямоугольный кекс у меня получился немножко высокий, он вверху чуть-чуть треснул, вы можете срезать вот этот бугорок, если он вам не нравится, но я буду использовать этот бугорок как раз для верхушки, покрывать его глазурью, поэтому я ничего с ним делать не буду. Но знаю, что некоторым не нравится, когда кекс получается слишком пышный. Для покрытия кексов я буду использовать вот такую белковую глазурь, которую я готовила на альбумине без добавления сырых белков. Ссылку на приготовление я оставлю в описании под этим видео. Очень рекомендую попробовать вам эту глазурь. Ее можно использовать как для пряников, для куличей, для любых пирогов. Она получается нежная, плотная, не липнет к рукам, если вы дадите ей достаточно времени, чтобы она подсохла. В общем, глазурь идеальная. После того, как вы покрыли кексы глазурью, можно приступать к украшению. Я использую вот такие кондитерские шарики, звездочки, сушеные апельсины. Вы можете украшать вообще абсолютно как вам нравится.
Далее оставляем кексы при комнатной температуре на несколько часов, и у вас получится довольно мягкая, но в то же время упругая глазурь, которая не будет пачкаться. И также хочу вам сказать, что вы можете заморозить этот кекс, который вы еще не успели покрыть глазурью, на 1-2 месяца, и потом просто разморозить его в холодильнике и точно так же покрыть глазурью. Тем самым вы сэкономите время, у вас получится готовый вкусный кекс, и это прям идеальный вариант для тех, у кого не хватает времени на готовку. Согласитесь, рецепт очень простой, и с приготовлением справится даже ребенок. И давайте посмотрим, какой нежный получился кекс. Посмотрите, он нежный и прям тает во рту. Я прям настоятельно рекомендую вам его приготовить. Надеюсь, рецепт вам понравился. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить сердечко, мне будет очень приятно. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!